Короче, ребята, это просто жесть какая-то сейчас была. Всем привет! Вы на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик Дымящийся. И сегодня мы на себе попробуем китайскую традиционную медицину, но не просто, а в китайском госпитале, где лечатся местные жители. Контент специально для мамы. Мама очень просила, чтобы мы показали какие-то государственные клиники, где лечат людей. В общем, это государственный госпиталь традиционной китайской медицины. Находится он прямо рядышком с этим знаменитым отелем «Дома, деревья». И вот вход в сам госпиталь. Сейчас мы здесь вам все покажем и расскажем. Знакомьтесь, это Алишер. Здесь вообще не будет никаких проблем в этой больнице, потому что здесь есть переводчики. И сейчас мы как раз-таки по больнице прогуляемся. Нам Алишер все расскажет, все в подробностях, что такое китайская традиционная медицина, потому что вот здесь как раз-таки уже лечатся сами китайцы. А если здесь лечатся китайцы, это о многом говорит. Погнали. Алишер, ты здесь давно работаешь в больнице? Ну, я в медицине здесь 3 года практически уже. Почти все время, что живу в Санья, собственно говоря. А вообще, получается, это госпиталь для жителей бесплатный или все-таки медицина платная в Китае? Нету бесплатной медицины в Китае, все платно, все за деньги. Ага. Ну, дорого или? Для китайцев, конечно, частично это все страховка покрывает. Прием врача, например, стоит 7 юаней, ну а уже остальные процедуры очень большой прайс-лист, и тут можно сделать все, что угодно. Узнаете? О, смотрите, кто это у нас здесь? Я думаю, ребята, вы сами знаете этого человека. А вот еще, это же... Это президент Таджикистана. Да, вот. Это вот президент Казахстана. Вот здесь Президент вот ребята России. из Беслана, когда, помните, был теракт в Беслане, вот ребята здесь проходили реабилитацию. Так, друзья, заходим в сам госпиталь. Посмотрите, очень много людей. Это не туристы, это просто местные жители, китайцы, все здесь лечатся. И вы здесь тоже можете полечиться. Мы сейчас все узнаем специально для вас. Мы вам уже показали просто абсолютно все, где можете лечиться. Сами выбирайте. Здесь есть 2 аптеки. Одна аптека в этом углу наших привычных нам таблеток, западных лекарств. А вот в том углу тоже аптека, но там уже травяные китайские лекарства. То есть здесь используют и то, и то. Как Я врач смотрю, решил. очередь-то за европейскими лекарствами. Китайские никому не нужны. На самом деле китайцы любят свои травки. Когда, например, сделал снимок МРТ или рентген, подходишь к автомату, считываешь QR-код, и тебе там через какое-то время, через пару часов выезжает заключение. То есть не надо никуда ходить, очереди Все автоматизировано, да? Да, если нужна распечатка, сам снимок большой, то идем в окошко, там же отдаем бумажку, и они распечатывают на большом принтере. А как вообще вот у бабушек с этими QR-кодами? Все умеют в Китае этим пользоваться. Все В самой захолодалой деревушке у всех есть печатка. Это не у нас. Уже давно можно сделать себе карту и получать пенсию по карте. Нет, все бабушки сидят в очередях, потому что они не доверяют картам. Вот внутренний двор госпиталя. Здесь даже можно посидеть в беседке, отдохнуть. Здесь же, кстати, вот в здании поликлиники тут же сбоку находится скорая помощь. То есть, если вас где-то на скорой забирают, то везут конкретно сюда. Вот это стационары. То есть там лежат больные. Там же аппаратная диагностика, МРТ, рентгены. Здесь фармацевтическое производство, то есть травяные лекарства из там растений, корешков. Это могут То есть все вот это здание отвечает за производство, да, лекарств? Да, все это готовится, там большое производство, все это готовится здесь внутри. То есть это не где-то покупается, как вот в других клиниках. То есть получается у вас такая самостоятельная клиника, в которой все и производится, и сразу же применяется? Никуда. Есть много своих собственных рецептов, которые здесь в госпитале разработаны, и лекарства уже упакованы, производятся, но они нигде не продаются, можно их купить только здесь. Это новое здание, реабилитационный центр. Здесь также лечатся китайские и наши российские туристы тоже. Специально вот для тех, кто приезжает из России, из Украины, Беларуси, вот наняли переводчика. Он постоянно штатный, то есть не надо его где-то искать. В ноябре прошлого года здесь арабский шейх у нас лечился. Вот, я оставил благодарность, что очень ему понравилось. Вот здесь вот на стене висит сейчас. Это от арабского шейха, да? Он сам ее писал, да. Ага. Ого! Здесь даже есть такой выставочный зал, где представлены все лекарства, которые производятся именно в этом госпитале. Смотрите, огромное количество всего, вот такие вот полки. Ничего в этом не понимаю, но это внушает доверие. Здесь есть лифты, значит, 13 этажей получается. И нам с вами знаете куда? На 7-й этаж отделение уникальной диагностики и лечения. А вообще здесь есть отделение медицинского обследования, лекционные залы, отделение лечения бессонницы. Кстати, вот это мне бы было интересно. Отделение оздоровления, в общем, массажи всякие, погнали.
нас есть номера, кстати, для проживания, но это обычно, если кто-то вот не ходит, например, вот так вот выглядит, то есть это практически как гостиница на 12 этаже. Прям Круто. Гостиница прямо в госпитале. Это у нас Федор Тумусов с женой, это депутат Госдумы России. Это бывший министр иностранных дел Китая. Вот здесь кто лечился. Это вот, как я говорил, дети из Беслана проходили реабилитацию. Ну, вот президенты, то, что было внизу, президент Казахстана, президент Таджикистана. Вот, это посол Южной Кореи. Посол Южных. А, все подписано, да? Ага. Ну, немножко в некоторых местах криво. Вот это посол Румынии. Вот, это на медицинский форум приезжал Леонид Рошаль, главный педиатр России. Вот. Это Александр Акимов, политик российский. Это Владимир Богданов, глава Сургутнефтегаза. Наши все такие огромные мужики, да, по сравнению с китайцами, так хопа-капка всех. В общем, сейчас просто форум, и здесь все ребята из России приехали на обучение, то есть узнают что-то новое о китайской традиционной медицине, да? Изучают вот один месяц, приехали на обучение, изучают китайскую традиционную медицину. Ну, конечно, иголки не научишься за месяц ставить, но им дают теорию в первой половине дня, во второй лечебные массажи, вот другие процедуры, то, что попроще. И потом они, то есть, уезжают в Россию, и там уже это все применяют, да? Ага. Ставят иголки тебе. Отлично. Вот первая группа у нас приехала экспериментальная, скажем так. Это бесплатно? Нет, это платно, конечно, да. То есть, получается, я правильно понимаю, что сюда могут прийти люди и сделать те же самые банки, иглоукалывание, кровопускание с банками, да, все можно Да, конечно, сделать? все здесь это делается. Вот, смотрите, здесь вот китайцы лечатся, в том числе. Тихонечко посмотрим. Вот такого еще не видел. В Дудунхае, когда мы были, там китайцы лечат только русских. Да. Потому что туристическая, а здесь китайцы лечат китайцев. Это доктор Тан Ин, правильно, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас нам сделают здесь диагностику. И мы посмотрим, что у нас болит. Меня зовут Ксения. Как? Ксения, Ксюша. Ксения, Ксюша, ага. Садись, присаживайся. Сейчас тебя продиагностируют. Это какая у тебя диагностика по счету? 3-я или 4-я? В общем, мы просто все диагностики прошли, сравниваем, где что как говорят. Посмотрим, что здесь у нас будет болеть. Тоже все по пульсу проверяют, да? Пульс подсказывает, то есть прерывистый, непрерывистый, говорит о многих болезнях. А вот глаза еще нигде так не проверяли, кстати. Здесь проверили. У нас голова болит. Нет, ну бывает иногда. Профессор сказала, ваша получила 3-е и 4-е позвоночника на правую сторону, чтобы отдается смещение на правую сторону. Ты кривая у меня, да? На правую сторону кривая. Теперь Лизу положили на кушетку и проверяют уже там позвоночник, более так все подробно проминают, ищут изъяны. 应该说这个属于第4、第5偏向右侧。 Грудной части 4-й и 5-й тоже на правую сторону смещение. Тут даже наши ребята из Питера лечились. Художник Дмитрий Шагин. 然后他的颈椎、颈三、颈四有点稍微偏向右侧啊。 Лиза сказала, шейные 3-е и 4-е, а грудной части 4-й и 5-й, поясничная между 4-й и 5-й и 5-й и крестец 1-е, чтобы получила ваша целая сколиоза позвоночника. А у вас есть что-то беспокоит, тоже можно профессору скажите. Ну, только вот здесь вот у меня. Позвоночника, да, да, Ну, у меня, да, искривление. У меня было очень сильно, мне лечили до этого еще. У меня прям, у меня та нога короче другой. На чуть-чуть из-за этого. Вот это поворот, да, оказывается, у нее одна нога короче другой. Сейчас проверим, что у меня болит. Теперь очередь Виталика. Очень интересная методика. Мне очень нравится, как он осматривает. Опять здоров? Как бык. В общем, Виталику сказали, что у тебя все нормально в состоянии организма, но из-за того, что позвоночник, тебе идет давление на почки. А еще тебе сказали, что у тебя сердечная недостаточность, и если будешь с возрастом, это будет уже в давление, то есть может скакать давление. И получается, вот вы ваш диагноз узнали, и чтобы более точно его проверить, здесь в госпитале есть все нужное медицинское оборудование, чтобы сдать кровь, все анализы,
то, чего нет в клиниках, которые есть в Дадунхае, которые более такие туристические. А еще и УЗИ можно сделать. Нам сказали, что выпишут рецепт специально под нас. Здесь под каждого клиента свой рецепт разрабатывается. Но проблема в том, что мы завтра уже улетаем с острова Хайнань, и рецепт готовится день, да? То есть можно на следующий день прийти и его взять. Скорее всего, уже будем наших русских ребят просить, чтобы забрали его и нам передали в Россию. Расскажи вообще, как это готовится, вот рецепт? Ну, смотрите, лечащий врач сначала вот вам проводит диагностику, как мы сейчас делаем, и он с учетом всех ваших особенностей, там, организма, вашего возраста, пола, там, всех найденных заболеваний и так далее, он пишет себе рецепт лекарства, то есть ингредиенты, отдает это все на производство, там это готовят в течение суток, ну или 2 суток. Это вот в том здании, которое мы показывали, да? Ага. Да. И все, и отдают либо в готовом виде отвар, жидкий, то есть его просто разогрели и выпили, либо отдают в виде гранул или травы. Заливаете кипятком там и пьете. Но опять же, там после еды, до еды это уже врач. И сколько это по времени пить тоже он прописывает, да? Сколько? Обычно от 15 дней до там 3-4 месяцев. Так, ну надеюсь, что нам ребята все это дело привезут, и мы уже в Питере попробуем, и я вам обязательно расскажу об эффективности. Ох, ребята, опять меня иголками сейчас будут колоть, вылечивать мою спину. А иголки-то не простые, а с сигарами. Да, мы попробовали уже просто всю традиционную китайскую медицину. На самом деле все болезни, как я понял, они, друзья, от позвоночника. Потому что очень много сижу за компом, просто до 2 ночи монтирую видос, и все это из-за этого. Я себе как нормальный человек просто гулял, ходил, понимаешь? Ничего не монтировал. Обратите внимание, что следов от банок практически не осталось. Смотрите, а здесь вообще исчезли. Я вообще в шоке. Просто нет ни одного следа. Ни здесь, ни здесь, ни здесь. Здесь, как помните, было 4 банки. Протирают антисептиком. О! Так, это... О, здесь вообще так четко залетело. Ого, это новая какая-то у тебя. Он так их вкручивает, интересно. Хоп. Ё-моё, Как удобно. Хорошо? это прекрасно. Смотрите, у него новый узор. Да, так тебе еще не ставили. На плечики, чтобы расслабить. Офигеть. Блин, он так их вкручивает Я профессионально. в мышцу зашла сейчас. Мгм. Как-то под углом даже. Как ты? Замечательно. Под углом как-то. Интересно так. Вставляет. 他们早晚在按摩说，然后那些 Ух ты, это же была адская боль просто. 小福不在吗？ Иголки разной длины. 去做领导的，主要 Ого! 去给哪个领导？不知道啊。什么时候？ Расслабься. Сантиметров 5 просто сейчас вставил. Тебе дошло? Ой, что ты не кричишь? Ты умер, что ли? Ух! Вот теперь ты точно вылечишься у меня. Догом, да? Ногу сейчас ударила. Ну как тебе? Просто позвоночник вошла. Слушай, очень хорошо вообще тут тебе иголочек понаставили. У нас хватит, нет? Попку. Попочку, иголочка. Ой. Ого, что ты такая... О, вот эта иголка. Смотрите на длину. Это вообще нормально? А, скажите, пожалуйста, иголки используются повторно? Ни в коем случае. Никогда. Утилизируется сразу. А! Ой, Ё-моё, еще делать. Догом, да? вообще так. Просто четко. Во все точки. А!
Ты еще поедешь в Китай? Ого! Боже, столько иголок. Это все, надеюсь? Да. Спасибо за внимание. Всего доброго. Расслабься. Держитесь там, хорошего настроения. Не понял. Он тебе все точки решил вылечить. Ты у меня сегодня будешь самым здоровым на свете. Сейчас вообще жестко. все, 完成了。 Все, Всё. спасибо. Расслабься. Короче, ребята, это просто жесть какая-то сейчас была. То, что до этого сделали, тоже прикольно, но здесь просто каждая иголочка, она просто в мышцу залетала, у меня аж все тело содрогалось просто и в нервы. Так и должно быть. А вот когда он втыкал в позвоночник, просто вот вся левая часть прям четко в нерв, аж позвоночник просто его аж сковывал и потом резко отпускало. Я думал, я не выдержу. Почему так это все выглядит? Сейчас посчитаем количество иголок. Раз, два, три, так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 иголок. Кольнуло сейчас? Я думаю, штук 15 воткнули. Мы сегодня делаем не просто иглоукалывание, а специальную процедуру с прогреванием. Сверху сейчас, смотрите, делают такие накладки. И сверху иголки будет ставиться специальная сигарка, которая будет тлеть и тем самым прогревать саму иголку, ну, а, соответственно, пепел будет сыпаться на вот эту бумажку. Ну, ее ломают на кусочки. Ого, прям какая-то пробковая, да, типа? Полынь. Полынь? А, это травяная сигара. Смотрите, какая штука. Как видите, прогреваются самые такие места, которые болят. То есть это шейный отдел, позвоночник и под коленкой. То есть это трава, полынь, начинает тлеть. Прям вот так вот надевается и повисла. Блин. Вообще похлеще, чем это огнем штука. Ого. На голову стало гонять, да. Короче, ребята, это выглядит вот так. Смотрите, Виталик горит и дымится. Обалдеть. А вот эта трава воняет как марихуана. Я думаю, еще эффект будет от того, что здесь просто подышать Я сейчас можно. просто лежу, Так, чувствую, как меня воткнуты иголки, особенно в позвоночнике, вот по бокам они стоят. так. И чувствую, как сквозь них проходит тепло. Часто испытываешь боль? Ну, такое ощущение, знаешь, такое непривычное. В общем, я чувствую, что у меня просто воткнуты иголки, я их чувствую, их кончики. Как будто они прям, знаешь, в нервах, там, в мышцы попали как-то вот. Так, но я просто знаю, что это полезно, поэтому я лежу. Ребят, смотрите, иголки бывают разной длины. Есть вот такие длиннющие, самые длинные, а вот маленькие. То есть для разного места используют разные иголки длины. И обратите внимание, вот здесь такое ведерко, иголки утилизируются, смотрите, сколько их там. Обалдеть. Это здорово, потому что там очень многие, а что мешает взять, запаковать? Это бред, они стоят Опять. 3 копейки, зачем это глупость? Сейчас Алишер поделится своим мнением про банки, вообще про всю эту медицину. Ну, если обычные банки вакуумные, это просто общеукрепляющая процедура, то есть никаких там лечебных от нее действий ждать не стоит. И здесь у нас ее и почти не делают никому. Вот. Что касается банок с кровопусканием, то это тоже далеко не всем это прописывают, поэтому, ну вот по опыту это одному там из 30, наверное, человек рекомендуют это сделать, вот, в отличие от некоторых мест.
А вот и иголки, да, и массаж в основном. Что делают чаще всего? Основа лечения это всегда иголки и травы, травяные лекарства. Травы, да. Вот. А при заболеваниях позвоночника еще добавляется массаж, конечно. То есть, ребята, банки, которые делали мне, это просто, просто общеукрепляющие. Мы снимаем сигарки. Иголки еще не сняли. Иголочки, смотрите, все прогорели, стали такими черненькими. Короче, ребята, это иглоукалывание из всех, где мы были. Прям вот чувствуется профессионализм. Ой, прям вот, знаете, вот каждая иголка, то есть вот до этого я делал, помнишь, особенно в первом месте, вот в этой шарашкиной конторе, то есть там иголки вставляешь, даже ничего не чувствуешь. Здесь ты прям чувствуешь, что она прямо в нерв влетает. Так, тыш. Аж тело содрогается. Держи камеру, я пошла. Я думаю, нормально должно быть. А что я делаю сейчас? Ты должен полежать немного. А, отдохнуть просто? Просто отдыхаем, все отлично. После иголок пришел массажист и делает Виталику массаж. Массаж еще вот такой. Каждый позвоночник напоминает. Здесь, в этой клинике, нет имен, никаких Дим, Оль и так далее. Только докторы Чены и так далее. А я жду своего доктора. И мне уже массаж делают примерно полчаса. Лизе тоже делают массаж. И честно, я даже не знаю, как мы будем потом на Бали или в Таиланде ходить на массажи. Потому что после этого китайского массажа Бали, все эти Таиланды, это просто детское развлечение. Здесь действительно массажи прям вылечивают позвоночник. Очень круто делают. Как тебе массаж? Понравился? Хороший. Очень хорошо? Девочка сделала вообще просто. Потрясающе. Сейчас Лизе будет вот в таком положении вправлять позвоночник. Ставить все позвонки на место. Так накрывают. Это уже после массажа основного происходит. И начинают вправливать. Вот так все. Как это хрустнуло. Четко вообще. Понравилось тебе? Так четкий хруст такой был. Ух ты, как хрустнуло, да? Четко. Это значит, что встал на место, да, получается? Ну, врачи вообще профессионалы. Прям вот они знают свое дело, знают, что сломать. Вот это, я понимаю, доктор, да? Сейчас, получается, уже будут шейный отдел Лизе поправлять. Вот так вот. Это больно, да? Это болит, да? Ну, пальцы у них вообще мощные, так все прям проминают. Ты жива там еще? Чуть шею не свернули. Ну, хрустит хорошо. Чё? Спасибо большое. Нормально? А вот сюда нажимают, когда больно. Это что? Это спина. Спина? Спина, нерв. Вот Потом прям сюда. вообще Я сегодня. Ага. Чё? Ой, Спасибо прям штука большое. эта пропала, смотри, Да? я специально Да? тронула, да. Сейчас хорошо. Ага, вот здесь. Вы смотрели? Блин, это как после сеанса у нас доктор, ё-моё, все вправили, боже, я заново родилась. То есть здесь такая горбинка была, и она исчезла, да, получается? Да, да, шейный позвонок третий встал на место. Глядится плохо, это сюда. Ага. Я потом сюда. Ага. Потом сейчас хорошо了. Ага. Или сидит 30 лет, это сюда тоже нехорошо. Это сюда. Это сюда. Потом сюда, потом надо. Я сейчас теперь. Потом и спина. Спина это 4 лет. Это плохо. Я потом тоже клеился. Очень, вот сейчас прям вообще, смотри, Круто, круто. я ровно прям стою, прям не хочется стутулиться даже, очень классно. Так, ну что, мы после массажа пьем чаечек. Сейчас мы у Алишера спросим еще, как вообще вот люди обычные, которые приехали, например, до Дунхая живут, они могут просто взять, прийти так сходу в клинику, или нужно заранее записаться как-то? Можно, конечно, можно. Единственное, главное, желательно написать заранее, хотя бы за какое-то время, чтобы мы вас могли встретить внизу. А где написать, куда написать, где эта информация? У нас на сайте есть номер телефона, на нем есть WhatsApp, Viber, WeChat, все мессенджеры, все есть. Там есть цены, там есть информация
о наших врачах, о всех услугах, которые мы оказываем. Можно даже просто через форму заявки отправить нам заявку, мы сами с вами свяжемся. Тут столько благодарности, например, вот благодарность от премьер-министра Киргизстана. Так что, ребята, это не просто какая-то клиника, да, не просто какая-то контора, это действительно место, куда стоит приехать и полечиться. И, друзья, чтобы вы не перепутали, вот такие сайты, как мы поняли, еще кто-то там копирует. То есть есть единственный сайт, вот его адрес, здесь есть номер, это и WhatsApp, и Viber, и WeChat. И когда вы по этому телефону номера позвоните или напишите, вам ответят на русском языке. Забронируйте себе место, когда приезжаете, и вас прямо внизу у входа в госпиталь встретят. Все, друзья, мы полечились, нам очень понравилось. Ссылочка будет внизу обязательно на госпиталь. Приезжайте, прям попробуйте, вот рекомендуем. Мы вам вообще показали все, что есть на острове Хайнань, все абсолютно способы лечения, шарашкины конторы, клиники, где в большом количестве лечатся русские ребята. И вот уже городской госпиталь, мы прям даже до суда дошли. То есть все для вас снято, вам не нужно ничего думать, просто посмотрели наши видосы, то, что понравилось, туда выбрали, приехали и полечились. И пишите в комментариях, если вы были где-то, уже полечились, нам будет очень интересно узнать, какие у вас результаты. Помогло ли вам это? Да. Пошло что ли вам делали, на пользу? какие процедуры, пили ли траву, очень интересно узнать. Я лично загорелась желанием действительно приехать и пройти полный курс, действительно пропить траву, как-то вообще улучшить свое здоровье. Но вот сейчас Ты летаешь? Я фантастически, да, просто себя У меня тоже чувствую. спина перестала болеть, потому Это что я сидел до 2 офигенно. ночи, монтировал видосы, я постоянно, там у меня диван неудобный, я все время вот так вот скукоженный сижу, все выпрямили, все хорошо. Смотри, я даже не горблюсь, ты видишь? Класс. Смотри, я даже не хочется вот так, понимаешь? Я вот так стою. Это вообще дорого стоит, конечно, супер. И, пользуясь случаем, передаю привет маме. Мама, привет. Ты просила, чтобы мы посещали всякие вот такие оздоровительные мероприятия, больницы, госпитали. Все сняли. Мамы, приезжайте! Да, приезжайте. И вот теперь у меня Хайнань будет ассоциироваться именно с лечением. Как только у меня спина прихватит, мы будем где-нибудь в Азии, я просто беру билеты, и мы летим в Хайнань. Деньков так на 10 чисто лечиться, потому что мы все уже сняли, и сюда будем теперь приезжать только за лечением. Все, друзья, лайкосик заряжайте оздоровительный, чтобы канал своим ходом развивался, процветал. Пишите комментарии. Был здоровым. Да, был здоровым. Вот, всех обнимаем, целуем, любим, и до встречи в следующих выпусках из Китая, из других стран. Если вы не знаете, у нас на канале огромное количество стран. Раздел плейлисты заходите, там Филиппины, Маврикии, всякие Индонезии, куча стран, больше 50. Смотрите, всем приятного просмотра и пока-пока, увидимся.